Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться. С такими словами появляется этот персонаж в реальной жизни Раскольникова. Появляется из ниоткуда. Раскольников спал, ему снился страшный сон про убитую не так давно старушку. А тут этот странный господин. Рекомендации-то у него не очень, Раскольников уже получил письмо матери. Да и читатель догадывается, что это будет за персонаж. В истории России с древнейших времен Сергея Соловьева князь Свидригайло представлен как человек, преданный вину и праздности, вспыльчивый, безрассудный, с одной единственной отличительной чертой – щедростью. Кстати, и герой Достоевского тоже окажется удивительно щедр. Это спойлер. В конце романа он даст большую сумму денег детям Мармеладовых. А пока читатель может еще вспомнить, где он встречал эту фамилию. В XIX веке, в 60-х годах, был популярен журнал «Искра», где был раздел «Нам пишут». И там на письма читателей отвечали вымышленные персонажи, маски. И один из таких персонажей носил фамилию Свидригайлов. Характер этого вымышленного лица описывался как очень неприятный, с темным прошлым, с грязным прошлым, омерзительный, отталкивающий, вкрадчивый, вползающий в доверие. Такое ощущение, что Достоевский основные черты характера того Свидригайлова и взял для своего персонажа. Хотя персонаж окажется очень неоднозначным. Он странно одет. Вроде бы богатый человек, у него дорогой перстень, очень дорогое нижнее белье, и он при этом останавливается, как он говорит Раскольникову, сначала в Вяземских кельях. Это самое дно такое, чрево Петербурга, рядом с Сенной площадью. Там самые дешевые комнаты, там самые дешевые проститутки, там самое дно. Зачем же он идет туда? Ведь деньги у него есть, а его тянет к грязи, его тянет туда, где криминал, его тянет туда, где темно. Верите ли вы в привидения, спрашивает Свидригайлов у Раскольникова, потому что ему очень хочется рассказать о его собственных привидениях, которые его посещают. Привидения, говорит Свидригайлов, это осколки, клочки других миров, но появляются они только тогда, когда человек болен. Когда же человек кончает собой, он полностью переходит в этот другой мир. Только Раскольникову и Свидригайлову снятся сны в романе, они оба больны. Чем? Главный кошмар, главное привидение, которое посещает Свидригайлова 3 раза, это призрак его жены Марфы Петровны. Мы не знаем, убил Свидригайлов ее или нет, однако вот это ее появление – это доказательство его больной совести, мучает что-то его, не дает до конца успокоиться. Хотя он говорит, что вы ничего не найдете, но он не говорит, что он не виноват и не признается в преступлении. Поэтому здесь нет ответа. А Марфа Петровна предлагает ему погадать на дальнюю дорогу. Чем, кстати, напоминает нам «Пиковую даму», которая являлась Герману тоже после смерти и тоже определила судьбу дальнейшего героя. А Марфа Петровна действительно хозяйка жизни для Свидригайлова, потому что она его купила. Она его купила, когда заплатила за него залог в 30 тысяч. У Достоевского не бывает случайных чисел, поэтому 30 тысяч – это напоминание о 30 серебряниках, которые получил Иуда. Такая цифра была, такое число было выбрано, потому что это цена самого дешевого раба. Это цена человеческой жизни. Вот так же покупает себе мужа и Марфа Петровна. И даже после своей смерти она распоряжается его судьбой. Еще Свидригайлову является лакей Филька,
который покончил с собой, но Свидригайлов, видимо, чувствует себя виноватым в этом самоубийстве, потому что, говорит, крепко мы перед этим поссорились. И еще один призрак и кошмар – это 5-летняя девочка, которая, милый, очаровательный ребенок, является по Свидригайлову уже в конце романа. И из явления, которое вызывает обычно очень приятные, трогательные чувства, вид 5-летнего ребенка, она превращается для Свидригайлова в ужас и кошмар. Он понимает, что в его душе не осталось никаких чистых чувств. Он так больше жить не может. И привидения доказывают то, что совесть его неспокойна, нечиста. Даже если он не совершал эти преступления, он чувствует себя в них виноватым. По-моему, наиболее полно сущность Свидригайлова понял Высоцкий, вернее, почувствовал. Это была его последняя роль в театре на Таганке. Высоцкий к тому времени уже пережил клиническую смерть, поэтому знает, как там, в другом мире. И вот как он описывает своего Свидригайлова. Этот человек уже оттуда, потусторонний такой господин. И даже у самого Достоевского написано в дневниках, что он должен выглядеть как привидение с того света. Тем более, что он все время ведет разговоры о привидениях. Так что я знаю, как там, на том свете. Поэтому у меня сейчас очень сильное потустороннее настроение. Такое ощущение, что роль Свидригайлова забрала Высоцкого вот в тот, другой мир. Но и после самоубийства Свидригайлов не покидает страницы романа, ему еще только предстоит сыграть самую главную роль в жизни Раскольникова. Под влиянием Сони Раскольников решает все-таки пойти с признанием в контору и приходит сюда, на канал Грибоедова, в небольшое 4-этажное здание. Контора находилась на 4-м этаже. Раскольников поднимается, Соня остается ждать его внизу. Раскольников узнает, что Порфирия Петровича сегодня нет, и, в общем-то, вздохнув, наверное, с облегчением, собирается уходить. Сегодня можно не признаваться. Правда, ему предстоит встретиться глазами с взглядом Сони. Но когда он развернулся, он слышит за спиной разговор о джентльмене, который давеча на Петроградской застрелился. Свидригайлов, подсказывает кто-то из другой комнаты. И в этот момент Раскольников останавливается и восклицает: «Свидригайлов! Свидригайлов застрелился! Вы его знаете?» «Да, он недавно приехал», — говорит Раскольников, а потом произносит главные для него слова. «Это я убил старуху-чиновницу и сестру ее Елизавету». Потому что понял Раскольников, что не выдержал Свидригайлов, его двойник, который жил по принципу «все можно, все дозволено», жил так, как будто он правоимеющий. И Раскольников не может так жить. Город Капернаум упоминается в Новом Завете. Именно там, в синагоге, Иисус проповедовал, и именно там совершал многие свои чудеса. Поэтому не случайно именно в этой комнате вместе с Соней они будут читать Новый Завет, будут читать Евангелие и будут читать об одном из чудес, о воскрешении Лазаря. А потом Раскольников будет с Соней разговаривать, и все будет слышать, подслушивать Свидригайлов. Если Соня выслушивает признание Раскольникова, то Свидригайлов его подслушивает для того, чтобы потом шантажировать и Дуню, и самого Раскольникова. Свидригайлов появляется на страницах романа задолго до своего приезда. О нем рассказывает Раскольникову мать Пульхерия Александровна в письме, жалуясь на то, как обошелся Свидригайлов с Дуней. После чтения письма Раскольников идет сюда, на Конногвардейский бульвар. И здесь он встречает пьяную девочку, за которой охотится очень неприятный господин. И именно этого неприятного господина Раскольников и назовет «Эй вы, Свидригайлов!», потому что ему кажется, что это и есть такой типаж человека, который пытается воспользоваться беспомощным положением своей жертвы, как Свидригайлов пытался воспользоваться зависимым положением в его доме Дуни.
Однако на протяжении романа Свидригайлов, оказавшись почти в такой же ситуации, когда он шантажирует Дуню, он запирает ее в своей комнате, но все же он не воспользовался ее беспомощным положением, а отпускает ее, потому что без любви ему Дуня не нужна. Он отпускает ее тогда, когда задает ей вопрос: а вы точно меня никогда не сможете полюбить? И только после Дониного ответа он дает ей ключ.